Друзья, всем привет! С вами новый выпуск Retro Legends Garage, и сегодня, наконец-то, мы будем снимать крутейший обзор на тачку, которую вы так долго ждали. Или не будем. Алло? Да. Да, ну можно. Как обычно, короче. Что? Звук выключать надо. Да. Окей. В общем, мы сегодня не снимаем обзор на супер крутую тачку из нашего гаража, потому что появился более крутой вариант, и, видимо, мы будем его снимать именно сегодня. Пакуем вещи и, как обычно, в дорогу, друзья. I breathe in, I breathe out, no doubt. I stick her like a villain, man. I'm ready and willing to switch up. Let's go. Hip hop echoes on my brain that can't escape. It never runs away. I see beats speak, epic battles in my mind, incredibly sublime. Otherwise muted. The silence is deafening, of course. I endorse a four-man sport. I resort to a flash report. Documentation. Так, друзья, немножко введем вас в курс дела. Сейчас мы направляемся в сторону Мытищ, конкретнее в сторону Пироговского водохранилища. Там мы забираем проект, о котором многие из вас уже слышали. Он в нашей мастерской достаточно давно, но поскольку собирался он очень-очень давно и в Америке, его техническое состояние пришло, ну, мягко говоря. Поэтому мы отдали машину в покраску с полным разбором и проваркой кузова. Сейчас нам приходится срочно ее забирать, поскольку там, где она находится, больше ей не рад. Сейчас мы забираем, показываем вам ее техническое состояние и пытаемся на протяжении этой серии успеть собрать ее и выехать на ней. That was chosen, but from flows and paragraph there was knowledge of self, awareness and truth. Ice-T and Chuck D was cold raising the roof. I couldn't step without my Walkman, shoplifting batteries. High school wasn't having me. I got my edutainment 11 to infinity. Ну что, друзья, машина успешно погружена на эвакуаторе, отправляется к нам на базу. Мы решили немного сохранить тайну и не рассказывать вам до того момента, как машина приедет на место. The lifeline, yo, that's music from the soul. So with the better tomorrow, we keep aiming for the goal. Машину мы, естественно, забираем в разобранном состоянии, и нам предстоит ее собрать полностью с нуля, с покраски. Скорее всего, будут многие детали не подходить, поскольку проект кастомный, и такие вещи, как рамки стекол, резинки уплотнительные, все придется придумывать с нуля. Вот передо мной мотор с нее. Это классический 350-й Chevy Small Block, такой же классической коробкой, 3 ступени, обычная TH350. Все это очищено, отмыто. В принципе, просто возьмем и поставим в машину. Что дальше? А дальше кузовные элементы и элементы салона, которые сейчас будем также грузить в машину и вывозить на базу. それは俺なりの生き方なり測りきれないほどの奥の曲がりきられない不器用の奥のつまらないものを全て吹っ飛ばしてくれ音をくれあベルトモロが奏でる音が連れてく頂上が最高峰ハイスノーが明日消えようがその世界によ抜くビヨン Чтобы вы понимали, друзья, это, наверное, уже 30-я коробка с запчастями. Их просто неимоверное количество. Машина разобрана не просто, а разобрана до болтика. И как мы ее будем собирать, неизвестно. Но время покажет. Ну что, друзья, вы готовы? Сейчас я приоткрою вам завесу тайны, что же мы привезли на базу.
Ну что, друзья, узнали его? Это тот самый московский Ford Deluxe 51 года в кастом исполнении Shoebox, подготовленный американской компанией Twisted Metal. Он в Москве уже на протяжении 5 лет, и, честно говоря, из Америки он приехал в состоянии так себе. А когда его разобрали для восстановления, ужаснулись все, поскольку качество исполнения американцами этого проекта был отвратительный. Машина попала к нам с пустым салоном, который нам предстоит собрать. Жалко, мы не можем показать вам, насколько убита машина была. То есть здесь выполнено все заново. Туннель центральный, задние вот эти полки. Да, я бы не сказал, что сделано идеально, но те цели и задачи, которые мы преследуем, вполне удовлетворяют. Если вы загуглите, как эта машина выглядит в оригинале в 1951 году, вы офигеете от разницы. Еще в Америке здесь был сделан чоп порядка 30 сантиметров, опущена крыша. Также увеличена задняя часть машины, и она по аркам чуть-чуть раздута. Соответственно, далее нам нужно восстановить полностью те очертания машины, которые были, когда ее разбирали. Это будет сделать достаточно сложно, поскольку, как я уже говорил ранее, машина вся кастом, и все молдинги, резинки, уплотнители вокруг стекол, это все было произведено с нуля или от чего-то подобрано. Соответственно, нам нужно будет сделать все то же самое, когда создавали эту машину. Первое, что еще бросается в глаза, это вот эти вот шланги. Вы спросите все зачем. Ответ очевиден. Машина собиралась на пневмоподвеске. И здесь установлены подушки и, соответственно, вот такие вот жирные жопы. Один большой ресивер находится в багажнике, на нем же стоят клапана. И, кстати, я сейчас найду вам ее. Вот, она здесь среди кучи запчастей. Вот такой вот небольшой баллон с клапанами сверху. Неотъемлемая часть любой пневмосистемы. Также в любой пневмосистеме должны быть компрессоры. Компрессоры ставятся для того, чтобы нагнетать воздух в этот ресивер, который потом передает через клапана этот сжатый воздух в подушке на каждой оси и на каждом колесе машины. Ну и что? Первой иголкой в стоге сена будет установка этого мотора обратно в машину. Машина в мастерской, и сейчас можно полностью оценить масштаб бедствия. Поскольку, когда мы машину грузили там, в Пирогово, какие-то коробки закидывал в кузов я, какие-то Тимон, какие-то помогали ребята. А сейчас я выгрузил все перед собой, и я просто погряз в этих запчастях. Здесь неимоверное количество всяких коробок, запакованных и перемотанных запчастей. Я представляю, как я сегодня убью просто весь вечер на то, чтобы просто проинспектировать и переписать все, что имеется. Естественно, пока я все это скомпоновал на полу, я немножко отсортировал запчасти и положил все самое интересное и то, что я смог опознать, поближе к себе, чтобы начать с этого. Вот, например, передо мной лежит приборная панель. А на этой машине здесь, как видите, она сделана из металла и крепится на болтах к переднему моторному щиту. Естественно, сразу бросается в глаза вот это вот тот самый американский колхоз. Как видите, вот здесь по заводу стояли какие-то приборы, датчики и так далее. В этой машине, насколько я знаю, были установлены дополнительные приборы прямо в передней панели. И под хромированными декоративными накладками
скрывается вот это. Ужасным образом, консервным ножом вырезаны новые отверстия под датчики. Люди не заморачивались, они не использовали специальных приспособлений. Ну вот, обратите внимание, здесь вырезано консервным ножом. Здесь приварена какая-то новая накладочка, которая же держится на соплях. Места сварки уже оторвались, и ну ее почти вот, ничто ее не держит. Соответственно, я сжег бы все это дерьмо. Ну честно, такое качество, ну я не знаю зачем и почему они, для кого главное это делают, почему с их возможностями люди творят такое. История умалчивает, но нам предстоит это, естественно, немного переделать. В принципе, сейчас все это соберем вот как есть, а потом все запчасти я хочу в машину поставить как есть, чтобы понять, что, откуда, что нужно дозаказать и что нужно переделать, вот такие вещи конкретно. И потом мы это все разберем и перед чистовой сборкой переделаем все эти запчасти, которые необходимо привести в правильный вид. Вот эти как раз жестяные хромовые накладки, ну, вру, это не хром, это жесть полированная. И видите, она, ну, это консервная банка, которую купили лист, погнули, вырезали, вот так вот поставили и скрыли всю хероту, которая под ней. Но, обращу ваше внимание, она тоже не супер show quality, так называемая в Америке show quality. Кстати, этот проект как раз таки в этой концепции, он ездит по выставкам, представляется как шоу-кар. Но вот как можно вот такое говно ставить в шоу-кар? Ребята из Америки, объясните мне, как? Вот спидометр, у которого центральная часть почему-то покрашена в золотистый цвет, и это пришло в исполнении из Америки. Не знаю почему, для чего. Выглядит в принципе неплохо, да, но это единственная деталь в машине этого цвета. Попробуем накинуть ее на приборку. Вот, это должно выглядеть как-то так. Спидометр здесь, естественно, очень красивый для 50-х годов, очень информативный, у него все показания в одном. Здесь и температура, и топливо, и давление масла, а также амперметр. Итак, это третья деталь, установленная в машину. Первой деталью был двигатель с коробкой. Второй деталью был вакуумник с ГТЦ и педалью тормоза. И третья приборная панель почти в сборе. И, честно говоря, мне очень по кайфу, как машина начинает преображаться на глазах. То есть до этого, ну, по сути, бездушный кузов, просто крыша, да, и задние крылья. А сейчас с каждым пунктиком, с каждым моментом, с каждой новой запчастью в ней машина будет преображаться и приобретать свой крутейший вид. Так, первым, что бросается в руку следующим, как обычно каждому водителю это бросается в руку первым, когда он садится в машину, это не руль, нет, это шифтер переключения КПП, в нашем случае автоматической. Ну, естественно, здесь тоже есть элемент кастома, он присутствует. Не знаю, как и что было изначально, но сейчас здесь наварено, ну как наварено, мы варим, да, мы умеем варить разные сварки, а здесь насрано. Кто-то здесь пытался что-то приварить, ну, школьник, видимо, или просто человек, который не умеет варить. Не знаю насчет функционала, будет ли оно работать, ну, видимо, если сделано, значит работало. И на секундочку у меня в голове сейчас промелькнула мысль. Все, конечно, хорошо. Кулиса это ставится на коробку КПП, и ручка проходит сквозь дырку в центральном туннеле. А вот если у нас дырка в центральном туннеле? Ну а дырки-то и нету. Здесь можно сделать одну поправочку. Во-первых, передать ребятам в жестянке, которые знали, что должна быть дырка, не подготовили ее. Ну, а с другой стороны, центральная часть, а именно туннель, был в отвратительной ситуации. Он точно так же в месте, где вставляется шифтер, был вырезан консервным ножом, поэтому мы решили полностью его переварить. Но
Забыли. Возьмем специальную насадку на дрель и аккуратненько засверлим необходимую нам дырочку. Ну что, еще один разгаданный элемент в нашей головоломке. Здесь у нас бак, который, в принципе, я надеюсь, поставится болтон, поскольку никаких изменений не проводилось. Здесь у нас дальше идет задняя боковина дивана. Она у нас очень-очень заряженная. Здесь стоит серьезный сабвуфер. Но не могу сказать точно, как он будет играть и как вообще вся эта система работала в машине, не слушал. Но мы это обязательно проверим. Так, дальше коробка с фарой. Тут у нас вторая фара. Все это, естественно, нужно будет проверить, продиагностировать. Вот эти хромированные элементы отполировать перед установкой в автомобиль. Далее мощная и на вид тоже кастомная печка. Это Vintage Air, 4-го я вижу по этикетке поколения. На мой взгляд, это какая-то кастомная штука, но, судя по всему, это просто старый и один из самых первых типов родной печки от Vintage Air. Здесь у нас дверные карты, здесь подлокотники, вон там я вижу вентилятор, это кожух вентилятора, карданный вал, бампера, хромированные накладки, это электрика и еще куча всевозможной ерунды, которые надо будет установить туда. Но поскольку все это заняло бы огромное количество времени, мы немножко сократим этот процесс и будем показывать вам его в более сжатом временном диапазоне. Поскольку это займет большое количество времени, а мы ведь все покажем вам в будущем, как мы соберем всю машину как проект, я предлагаю не тратить сейчас в этой серии на это время и просто завершить. Ребята, если вам понравилось и вы хотите узнать больше о постройке этой машины, пишите в комментариях, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, пишите фидбэк любой, мне в директ в инстаграме, да куда угодно. Главное, будьте на связи и смотрите наш канал. Пока!